Есть еще другая вариация человека в сети. Ну, по сути, вторая вариация, она уже находится в первой, но это как более детализированный, что ли, пример. Это когда ты из вот этой вот, ну, можно представить как соту, да, и есть отдельный кластер в этой огромной соте, которая там как волна распространяется. И в этой соте есть вот определенный кластер группы душ. Ну, то есть вот это вот вся большая сота, это когда много групп душ. Они там в соте, есть еще соты, ну, как многомерная такая картинка, не знаю, как объяснить, этого много. А есть вот, если разбирать отдельную соту, в ней есть группа душ, которые договорились, что в этой жизни они будут заниматься определенными вещами, да, и будут друг друга побуждать и проигрывать определенные сценарии. Они энергетически даже, ну, по цветовой гамме очень, очень похожи, есть какие-то примеси таких оттенков, но по сути, как линия цвета, очень схожие. Они из одной монады? Да, это одна монада, одна группа душ. Один дополняет другого, и вот в этом кластере, по сути, все перемешаны. То есть каждый набирает опыт, отправляет монаду, в монаде все перемешалось, спустилось. Ну, то есть один прорабатывает что-то, и это действует на другого. Это, по сути, как не материальные твои родственники, да? Если кто-то что-то когда-то наработал, другому дается это легче, потому что по родовым системам это очень быстро распространяется. В группе душ то же самое. То есть если только на энергетическом уровне, кто-то на энергетическом уровне, например, проработал финансовый канал, финансовый аспект, это поднимается в монаду, так как это как сообщающие сосуды постоянно туда-сюда энергия проходит. Даже если человек не увлекается там духовными практиками, но все равно рабочий канал функционирует, энергия поступает туда и обратно. И в жизни они очень схожи, у них могут быть одинаковые привычки, одинаковые ситуации, не обязательно даже визуально схожи, а вот поставишь рядом два разных человека. Сюжетная линия. Да, сюжетная линия повторяется в каких-то моментах, где-то в большей, где-то в меньшей степени. И вот у тебя настолько с ним созвучие, что ты его понимаешь с полуслова, это как родственная душа твоя, ну, часть тебя, и ты прям чувствуешь, что вот все, что в нем откликается во мне, вот такая синергия какая-то очень, очень классная. В ней же, в этой, ну, то есть если мы еще глубже погружаемся, это была как одна большая ячейка, потом второй пример, как более узкая ячейка, кластер, ну, то есть мы от большого идем к меньшему. В меньшей еще глубже, если мы погружаемся, то это уже идет как лучи, искры по-разному делятся. Это когда было расщепление одного большого на более мелкие фрагменты. И вот там уже на более тесной связи работает близнецовая пламена, наверное, это так называют. Назвать здесь можно. Потому что если в большом было какие-то отдельные схожести, во втором варианте прям сильно схожая энергетика и опыт и все остальное, то в маленькой ячейке третьего примера, где близнецы формируются, то там в принципе одинаково, вообще просто зеркальные. Если смотреть на это просто как зеркало, настолько увеличивающее тебя, каждую пору можно рассмотреть. Я просто вижу вот сейчас зеркало, вот если я смотрю на этого человека зеркало, то в принципе я могу рассмотреть все неровности на коже, внутри, все это настолько прям под лупой, как ты смотришь. Это не про внешность сейчас, а про метод, как я рассматриваю человека энергетически. Я просто как будто на него под лупой смотрю и увеличиваю плюсы, минусы. И сколько в сети может быть человек? Мы про какие варианты говорим? Про большую сеть. Здесь нет числа определенного, потому что все это как общее поле, да? Но в них есть вот эти вот ядра, которые задают импульс. Поэтому тут нельзя сказать, потому что остальные коконы, которые еще светятся темным, они тоже зарядятся этим импульсом, только чуть попозже. В самой маленькой ячейке третьего примера
ну, таких вот маленьких ячеек третьего примера во всей вот этой вот голограмме, которую я вижу, во всем этом поле, они в разных местах находятся. Ну, то есть эти примеры в разных местах. 144 тысячи, наверное, о которых там кто-то говорил. Но это вот, наверное, вот к самой маленькой ячейке относится. К самой маленькой ячейке? Ну, вот 144 тысячи? к вот этой три. Вот к третьему примеру, вот самая маленькая ячейка. Кластер. Да, маленький кластер, это 144. Все остальное это более глобальные масштабы. Да. Вот, интересно. То есть задача пробудить Себя. Себя. Только себя. Ты пробуждаешь себя и тем самым задаешь импульс. Ну, это вот как антипример, когда есть раковая клетка, которая как бы вот она уже заразилась, стала раковой клеткой, и она вокруг себя заражает пространство. Да? Это антипример. В принципе, в кластерной системе могут быть и такие. То есть как плюсы, так и минусы, как светящиеся коконы, так и есть темные коконы, которые вот он заражен, и он вокруг себя тоже начинает заражать. Все по закону подобия. То есть что вверху, то и внизу. То есть я правильно понимаю, что практически каждый человек является человеком сетью? Да. Чем быстрее он пробудился, тем быстрее импульсы расходятся. То есть от каждого зависит, насколько сетка расширяется. То есть, по сути, если ты уже пробудился, ты можешь перемещаться из ячейки в ячейку и заражать других своим импульсом, не прилагая усилия, не воздействия на другого человека физически, не пытаясь переменить его там вероисповедание, там взгляды по жизни. То есть ты просто появился в его поле, ты можешь с ним просто поговорить, либо просто посидеть рядом, и твой импульс с ним перемешивается, твоя энергетика с ним перемешивается, и у него уже появляется этот разряд, ну как искорка такая. Он сам даже не понимает, что в принципе он уже, ну как разряд получил, и у него уже запускается процесс. Это твое поле просто из-за того, что ты уже как бы в себе эти кодировки раскрыл, то, находясь с другими людьми, перемещаясь по матрице, у тебя есть своя сеть, которая вокруг тебя, она, энергетически она уже, в принципе, работает. Это родовые системы, это какие-то близкие связи, но плюс еще и перемещаясь из кластера в кластер, я имею в виду из кластера в кластер по земному шару, то, в принципе, твой заряд уже тоже воздействует на всех других, и тебе для этого не нужно принимать каких-то глобальных усилий для того, чтобы изменить весь мир, только через себя. Хорошо. Следующий вопрос. Если в кластере, близком кластере, да, например, кто-то заболевает или что-то происходит, это как отражается в ближайших людях? Да. Если сетка уже начинает проработана хоть на какой-то процент, то есть сообщающие сосуды расширились между ними, вот, например, в родовой сети, у тебя как бы вот эти вот затычек в виде блоков, уже они почти растворены в каких-то моментах. Энергия сообщается между собой, и это, то есть это урок на то, что почувствуй, что все это ты, а ты это все. И действие одного влияет на действие другого. И чем больше ты проработал свою чувствительность себя, то есть когда ты прорабатываешь себя, главный инструмент тебя — это твоя чувствительность, эмпатия. Эмпатия возрастает в 1000%, и ты всех чувствуешь как себя. И ты понимаешь не просто из того, что нам там говорили в детстве, мы читали в книгах, ты это на себе, на своей шкуре чувствуешь, как энергия перетекает из одного в другого, что это как слова матери, да, когда у вас все хорошо, тогда и у меня все хорошо, но она это говорит, потому что это, в принципе, красивая фраза, и она так думает, но она так не чувствует. А у тебя есть возможность это прочувствовать, что как только у кого-то плохо, тебе даже ты не можешь знать физически, что кому-то плохо, но ты его чувствуешь как себя, потому что вы часть единого целого.